Всем привет! На праздничный стол хочется подать вкусные и красивые салаты. И еще желательно, чтобы готовились они быстро. В этом видео я собрала сразу 40 таких салатов. Начнем с невероятно эффектного и вкусного салата сирень. Если вы ищете, чем удивить гостей, этот салат точно для вас. Сначала маринуем лук для салата. Одну луковицу нарезаем кубиками. Нарезанный лук кладем в мисочку. Заливаем кипятком на пару секунд и сразу же сливаем воду. Так мы убираем горечь с лука. Сюда же насыпаем 1 чайную ложку соли, 2 чайных ложки сахара и наливаем 2 столовых ложки винного уксуса. Его можно заменить столовым 9% уксусом или лимонным соком. Все перемешиваем и оставляем мариноваться на 10-15 минут. Берем блюдо, на котором будем подавать салат, и ставим на него кольцо или разъемную форму. По центру ставим стакан. 2-3 вареных картофеля трем на мелкой терке. Картофель выкладываем первым слоем. Все равномерно распределяем и немного утрамбовываем вилкой. Я выставила диаметр кольца 20 см. Сверху картофель солим по вкусу. Наносим сеточку из майонеза. Берем 1 банку сардины в масле, сливаем с нее жидкость и разминаем вилкой. У меня была банка сардины весом 240 грамм. Подготовленную рыбу выкладываем на слой из картофеля. Равномерно ее распределяем. А какой ваш любимый салат на праздник? Напишите в комментариях. Оливье, шуба или мимоза? Или может у вас есть свой особенный рецепт? Будет интересно почитать. Сверху на рыбу выкладываем маринованный лук. Маринад с лука нужно предварительно слить. Наносим сеточку из майонеза. Две вареных морковки среднего размера трем на мелкой терке. Тертую морковь выкладываем следующим слоем на салат. Морковку равномерно распределяем и утрамбовываем вилкой. Немного солим. Наносим сеточку из майонеза. Два средних огурца нарезаем сначала пластинками, а затем режем их небольшими кубиками. Огурцы выкладываем на салат. Наносим майонез. 120 грамм полутвердого сыра трем на мелкой терке. Я использую сметанный сыр. Сыр выкладываем следующим слоем. Распределяем его по салату и немного утрамбовываем вилкой. Наносим сеточку из майонеза. Майонез на этом слое размазываем вилкой по всей поверхности, чтобы к нему лучше приклеился желток. 5 вареных яиц разделяем на желток и белок. Желток трем на крупной терке. Тертым желтком посыпаем салат. Белок трем на мелкой терке.
Белок разделяем на две примерно одинаковые части. Одну небольшую вареную свеклу трем на мелкой терке. Из тертой свеклы выдавливаем сок. Примерно 3 чайных ложки свекольного сока наливаем в одну из частей тертого белка. Хорошо перемешиваем. Получается вот такой белок красивого сиреневого цвета. С салата аккуратно снимаем кольцо. Стакан пока оставляем, чтобы при украшении продукты не попадали в углубление. Окрашенный белок разделяем на 5 примерно одинаковых частей. Сверху по кругу выкладываем окрашенный белок небольшими кучками на одинаковом расстоянии друг от друга. Имитируем соцветие сирени. Между фиолетовыми цветами выкладываем тертый белый белок. Стараемся выкладывать так, чтобы кучки как можно меньше прикасались между собой. Таким методом мы избежим окрашивания белого белка. Между белыми и сиреневыми соцветиями выкладываем листики петрушки. Аккуратно, немного раскачивая и прокручивая стакан, вынимаем его из салата. Салат готов, можно подавать на стол. Салат-сирень получился очень красивым. Это один из тех рецептов, к которым хочется возвращаться. Он хорошо держит форму, вкус насыщенный, а внешний вид всегда производит впечатление. Советую попробовать, особенно если хочется чего-то необычного, но не сложного. Вторым приготовим не совсем обычный и необычайно вкусный салат со шпротами. Приготовление несложное, такой салат красиво смотрится на столе. Сначала подготовим помидоры. Берем 250 грамм помидоров черри, моем их и разрезаем пополам. На горячую сковороду наливаем немного растительного масла. Кладем нарезанные помидоры. Немного их солим. И посыпаем итальянскими травами. Понадобится 1 чайная ложка приправы. Вместо итальянских трав можно посыпать орегано. Помидоры аккуратно перемешиваем и оставляем томиться на сковороде примерно 10 минут на самом маленьком огне. Периодически их переворачиваем. Пучок листьев салата нарезаем ножом на более мелкие части. Подготовленный салат выкладываем на блюдо. Равномерно его распределяем. Вареный картофель нарезаем кружочками. Выкладываем его сверху на салатные листья. Всего понадобится 2-3 картошки в зависимости от размера. Красный лук разрезаем пополам. Одну половинку лука нарезаем полукольцами. Вторая половина лука нам не понадобится. Лук выкладываем сверху на картофель, разделяя его на части. Берем банку шпротов и сливаем с нее жидкость. Она нам пригодится чуть позже для заправки. Шпроты выкладываем на картофель с луком. На 1 кружочек картофеля кладем по 1 рыбке. Для салата мне понадобилась 1 банка шпротов весом 190 грамм. Возле каждой рыбы выкладываем по 1 черной оливке. Понадобится 50 грамм оливок без косточек. Помидоры уже готовы, снимаем их с огня. Приготовленные помидоры выкладываем сверху на салат. Равномерно их распределяем. Берем слитую жидкость со шпротов и добавляем к ней 1 столовую ложку яблочного уксуса. Его можно заменить столовым 9% уксусом. Заправку немного солим и перчим черным молотым перцем. Все хорошо перемешиваем. Приготовленной заправкой поливаем салат сверху. Стараемся полить равномерно, чтобы заправка попала везде.
Измельчаем небольшой пучок укропа. Сверху салат посыпаем укропом. Салат готов, можно подавать на стол. Салат со шпротами получился красивым и очень вкусным. В нем прекрасно сочетаются шпроты со сладкими томлеными помидорами. Сытность и дополняемость вкуса придает картофель, а зелень в салате придает свежесть. Обязательно приготовьте такой салат и порадуйте своих родных. Третьим приготовим изумительный салат с тунцом. Вкусный, яркий и очень полезный. Готовится несложно и отлично подходит для праздничного стола. Сначала подготовим все ингредиенты. Пучок листьев салата нарезаем ножом на более мелкие кусочки. 3 свежих огурца среднего размера нарезаем кружочками. 4 вареных яйца тоже нарезаем кружочками. Резать нужно аккуратно, чтобы не выпал желток. 3 помидора разрезаем пополам и вырезаем плодоножку. Помидоры нарезаем дольками. По желанию помидоры можно нарезать произвольными кусочками. Складываем салат. На дно овального блюда кладем нарезанные листья салата. Распределяем его по всему блюду. На салатные листья, немного отступив с каждого края, кладем дольки помидоров, формируя из них полоски. Возле помидоров ближе к центру выкладываем кружочки яиц. В самом центре блюда выкладываем 2 ряда кружочков огурцов. Одну баночку консервированного тунца немного разминаем вилкой. Жидкость тунца я уже слила. Измельченные кусочки тунца выкладываем между огурцами. Готовим соус для салата. В мисочку наливаем 2 столовых ложки растительного масла. Я использую оливковое. Наливаем 1 столовую ложку яблочного уксуса или лимонного сока. Сюда же добавляем 1 столовую ложку соевого соуса. Перчим черным молотым перцем. И немного солим. Все перемешиваем. Приготовленным соусом поливаем салат. Сверху салат посыпаем кунжутными семечками. Салат готов, можно подавать на стол. Салат получился красивым, очень вкусным и свежим. Готовится он несложно и отлично смотрится на праздничном столе. Этот легкий вариант салата обязательно всем понравится. Очень рекомендую его приготовить. Четвертым приготовим легкий и сытный салат с печенью, который порадует своим вкусом и прекрасно подходит к любому столу. Сначала маринуем лук для салата. Лук нарезаем полукольцами. Понадобится 1 средняя луковица. Так как лук у меня крупный, я взяла только половину луковицы и нарезала ее четверть кольцами. Нарезанный лук кладем в небольшую миску. Насыпаем 1 чайную ложку соли, 2 чайных ложки сахара и наливаем 1 столовую ложку уксуса. Я использую яблочный, но можно взять и столовый 9%. Все заливаем кипятком и перемешиваем. А как вы обычно маринуете лук? Поделитесь своим рецептом в комментариях. Оставляем мариноваться на 10-15 минут. Наливаем в сотейник примерно 1 литр воды и ставим на огонь. Как только вода закипела, насыпаем 1 чайную ложку соли. Кладем 2 лавровых листа и 4 горошины черного перца. Перемешиваем и выкладываем 300 грамм куриной печени. Я ее предварительно помыла и обрезала все лишнее. После закипания воды варим печень 8 минут, тогда она остается мягкой и нежной. Попробуйте этот способ и напишите потом, получилось ли у вас так же. Прошло 8 минут, печень уже сварилась. Вынимаем ее из воды и оставляем остывать. Остывшую куриную печень нарезаем небольшими кубиками. Три вареных яйца тоже нарезаем кубиками. Примерно 250 грамм помидоров черри разрезаем пополам и нарезаем дольками.
Раскладываем салат. На дно блюда выкладываем нарезанную печень. Распределяем ее равномерно по блюду. Сверху перчим черным молотым перцем. Наносим сеточку из майонеза. На печень выкладываем маринованный лук. Равномерно его распределяем. Опять наносим сеточку из майонеза. Следующим слоем выкладываем вареные яйца. Немного солим. Наносим майонез. Сверху последним слоем выкладываем нарезанные помидоры. Помидоры тоже сверху немного солим. И перчим черным молотым перцем. Салат украшаем зеленью. Я украсила листиками петрушки. Салат готов, можно подавать на стол. Салат с куриной печенью, свежими помидорами и маринованным луком получился невероятно вкусным и гармоничным. Сытность салату придает печень и отварные яйца, свежесть и легкость помидоры, а пикантную кислинку добавляет маринованный лук. Все ингредиенты идеально дополняют друг друга, создавая насыщенный и сбалансированный вкус. Обязательно попробуйте этот салат, он наверняка вам понравится. Пятым приготовим салат королевский. Он легкий в приготовлении и легкий на вкус, с приятными цитрусовыми нотками. Такое необычное сочетание ингредиентов понравится тем, кому надоели банальные салаты. Сначала подготовим ингредиенты. 200 грамм крабовых палочек разрезаем вдоль пополам, а затем нарезаем кусочками. С одного большого апельсина срезаем кожуру вместе с белой пленкой. У очищенного апельсина ножом вырезаем дольки вдоль пленок. Должна остаться только мякоть апельсина. Дольки апельсина нарезаем небольшими кусочками. Пучок петрушки измельчаем ножом. 3 вареных яйца сначала нарезаем пластинками, а затем кубиками. В большую миску насыпаем подготовленные крабовые палочки, апельсин, нарезанные яйца, полбанки консервированной кукурузы и измельченную петрушку. Сюда же добавляем 1 зубчик чеснока, выдавленный через пресс. Салат немного солим. Заправляем майонезом и перемешиваем. Салат готов, можно подавать на стол. Салат королевский получился очень вкусным и легким. Готовится быстро и совсем не сложно. Такой салат точно понравится девушкам за праздничным столом. Шестым приготовим салат из свежих овощей и нежного зернистого творога. Этот салат порадует вас своим великолепным вкусом и станет отличным выбором для всех, кто ценит легкость и свежесть в блюде. Берем головку салата айсберг и разрезаем ее пополам. Нам понадобится только половина головки салата. Это примерно 300 грамм. Нарезаем ее небольшими кусочками. Нарезанный салат кладем на дно миски.
сито кладем 360 грамм зернистого творога и оставляем стекать жидкость. Но это не обязательно, можно просто слить всю жидкость. У перца срезаем верхнюю и нижнюю части. Вырезаем семенную коробочку. Перец нарезаем пластинками, а затем кубиками. Огурец нарезаем длинными пластинками, а затем пластинки режем кубиками. Для салата понадобится один длинный огурец. Мелко нарезаем зеленый лук. Готовим соус. Берем 4 столовых ложки густого несладкого йогурта. Это примерно 150 грамм. Йогурт солим по вкусу. И перчим черным молотым перцем. Сюда же выдавливаем примерно 1 столовую ложку лимонного сока. Все перемешиваем. Складываем салат. На уже подготовленные листья айсберга кладем примерно половину зернистого творога. Равномерно его распределяем. Все поливаем примерно половиной приготовленного соуса. Равномерно его распределяем по салату. Выкладываем нарезанный перец. Следующим слоем выкладываем нарезанный огурец. Его тоже равномерно распределяем. Все поливаем оставшимся соусом. Выкладываем весь оставшийся зернистый творог. Распределяем его по салату, не доходя до края. Все украшаем зеленым луком. Перчим черным молотым перцем. Блюдо готово, можно подавать на стол. Салат с огурцами, свежим салатом айсберг и нежным зернистым творогом получился освежающим и очень вкусным. Это полезное и идеальное блюдо для любого времени дня, которое точно понравится всем вашим близким. Седьмым приготовим изумительный салат, украшенный полосками из овощей. Приготовление простое, а все ингредиенты легко доступны. Сначала подготовим куриное филе для салата. Филе моем и обсушиваем бумажными полотенцами. Всего для салата понадобится 500 грамм куриного филе. Мясо солим со всех сторон. Посыпаем приправой для курицы. Я использую приправу без соли. Равномерно растираем приправы по мясу руками. На сковороду наливаем растительное масло и ждем, пока оно нагреется. Сковорода нагрелась, кладем подготовленное филе. Обжариваем на большом огне до румяной корочки, сначала с одной стороны, а затем переворачиваем на другую сторону. Чтобы сильно не брызгало масло, можно прикрыть сковороду крышкой. Филе поджарилось с двух сторон. Наливаем в сковороду примерно полстакана воды. Накрываем крышкой и тушим мясо примерно 15-20 минут на маленьком огне. Филе готово, снимаем его со сковороды и даем остыть. Остывшее филе нарезаем сначала на пластинки, а затем каждую пластинку режем кубиками. По желанию филе можно отварить. Примерно 5 соленых огурцов нарезаем кубиками.
У перца срезаем верхнюю и нижнюю часть. Вырезаем серединку с семенами. Перец нарезаем сначала полосками, а затем небольшими кубиками. Для салата понадобится 2 сладких перца. Небольшой пучок зеленого лука измельчаем ножом. Также можно использовать белый репчатый лук. Большой пучок укропа тоже нарезаем ножом. В миску кладем нарезанное куриное мясо. Подготовленные соленые огурцы. Часть огурцов оставляем для украшения салата. Сюда же высыпаем 1 банку консервированной кукурузы. Часть кукурузы тоже оставляем для украшения. Добавляем подготовленный перец. Часть перца оставляем для украшения. Насыпаем весь зеленый лук. Также добавляем укроп. Часть укропа тоже оставляем для украшения салата. Салат немного солим. Перчим черным молотым перцем. Добавляем майонез по вкусу. Все перемешиваем. Готовый салат перекладываем в емкость, в которой будем подавать его на стол. Равномерно распределяем по всей форме. Украшаем салат диагональными полосками из овощей. В один из уголков кладем кукурузу. В следующий выкладываем полоску из красного сладкого перца. Дальше идет полоска из огурцов. И четвертой делаем полоску из нарезанного укропа. Снова все повторяем. Выкладываем полоски из кукурузы, красного сладкого перца, соленого огурца и укропа до тех пор, пока не закроется весь салат. Салат готов, можно подавать на стол. Салат получился очень красивым и ярким. Благодаря добавленному мясу он становится более сытным. Свежесть и сочность вносят перец и огурец. Приготовление такого салата не требует особых усилий, и с ним справится любой. Обязательно его приготовьте, это очень вкусно. Следующим приготовим красивый и вкусный салат «Поляна с цветами». Сам салат готовится очень просто, и украшение с цветами тоже не вызовет никаких трудностей. Сначала подготовим все ингредиенты для салата. 2 вареные картофелины нарезаем сначала пластинками, а затем небольшими кубиками. 1 вареную морковь тоже нарезаем кубиками. 200 грамм ветчины нарезаем пластинками, а затем кубиками. 4 вареных яйца разделяем на белок и желток. Желтки нарезаем ножом на кусочки. Белки трем на мелкой терке. 4-5 небольших красивых перышек зеленого лука оставляем для украшения, а остальной небольшой пучок лука мелко нарезаем ножом. Готовим салат. В миску кладем нарезанный картофель, ветчину, морковь и желтки. Берем 1 банку консервированной кукурузы и 1 столовую ложку кукурузы оставляем для украшения. Всю остальную кукурузу добавляем в салат. Салат заправляем примерно 2 столовыми ложками майонеза и перемешиваем. По желанию салат можно еще немного посолить. Готовый салат перекладываем в салатник и красиво выравниваем сверху ложкой, при этом делая совсем небольшой бугорок посередине. Сверху на салат выкладываем равномерным слоем тертые белки. Цветы для украшения салата делаем из небольшой красной луковицы.
Посередине луковицы маленьким ножом делаем по кругу зигзагообразный разрез до центра луковицы. Разъединяем половинки луковицы и разделяем чешуйки. Получаются вот такие цветочки. Берем небольшую бамбуковую шпажку и вставляем ее в перышко зеленого лука вот таким образом. Получившийся зеленый стебель вставляем в центр салата. На бамбуковую палочку надеваем цветок. Так делаем 3 цветка. Остальные цветы из лука кладем на салат, имитируя полянку с цветами. В центр каждого цветка кладем зерна кукурузы. Между цветов в салат вставляем еще 4-5 небольших зеленых луковых перьев. По краю тарелки салат украшаем нарезанным зеленым луком. Салат готов, можно подавать на стол. Салат поляна с цветами получился очень красивым и вкусным. Такой салат обязательно станет прекрасным украшением праздничного стола. Готовить его несложно и продукты все доступные. Приготовьте такой салат и приятно удивите своих родных и близких. 9-м приготовим салат мимоза. Салат вкусный и многими любимый из детства. Готовится он несложно и отлично подходит для праздничного стола. Сначала маринуем лук для салата. Одну небольшую луковицу нарезаем кубиками. Я использую только половину луковицы, так как она у меня большая. Нарезанный лук кладем в небольшую мисочку. Сюда же насыпаем пол чайной ложки соли, 1 чайную ложку сахара и наливаем 2 столовых ложки 9% уксуса. Все заливаем кипятком. Оставляем мариноваться на 10-15 минут. Готовим остальные ингредиенты. 3 вареных картофеля трем на мелкой терке. 3 вареных морковки тоже трем на мелкой терке. Чем мельче натереть овощи, тем салат будет вкуснее. 4 вареных яйца разделяем на желток и белок. Белки трем отдельно на мелкой терке. Желтки также трем на мелкой терке. 1 банку консервированной сардины разминаем вилкой. Жидкость нужно предварительно слить. Майонез для удобства перекладываем в кулинарный мешок. Складываем салат. На блюдо ставим кольцо. Диаметр кольца я выставляю 17 см. Сначала выкладываем слой из картофеля. Равномерно распределяем его ложкой и немного утрамбовываем. Картофель немного солим. Наносим сеточку из майонеза. Следующим слоем кладем тертую морковь. Равномерно ее распределяем и утрамбовываем ложкой. Немного солим. Наносим сеточку из майонеза. Третьим слоем выкладываем рыбу. Равномерно ее распределяем. На рыбу кладем маринованный лук. Наносим сеточку из майонеза. Следующими кладем желтки. Распределяем по всему салату. Не забываем примерно 1 желток оставить для украшения салата. Сразу же на желтки выкладываем последний слой из тертых белков. Равномерно их распределяем и утрамбовываем. Украшаем салат. По кругу салата кладем веточки укропа. На них насыпаем тертый желток. Имитируем веточки мимозы. Салат накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник настояться. Салат настоялся. Аккуратно снимаем кулинарное кольцо. Салат готов, можно подавать на стол.
Салат мимоза получился очень вкусным и красивым. Он прекрасно подходит на любой праздничный стол. Готовится несложно и продукты все доступные. Следующим приготовим салат-букет тюльпанов. Салат красивый и оригинальный. Готовится он несложно и продукты все доступные. Такой салат прекрасно подходит для праздничного стола. Сначала подготовим все ингредиенты. Одну небольшую луковицу разрезаем пополам и нарезаем небольшими кубиками. Нарезанный лук кладем в мисочку. Сюда же насыпаем пол чайной ложки соли, 1 чайную ложку сахара и наливаем 1 столовую ложку уксуса. Все заливаем кипятком. Перемешиваем до растворения сахара и соли и оставляем мариноваться на 10-15 минут. Пол кочана небольшой пекинской капусты кладем срезом вниз. Делаем несколько надрезов вдоль кочана, а затем нарезаем небольшими кусочками. Для салата понадобится примерно 300 грамм пекинской капусты. 3 вареных яйца трем на крупной терке. 130 грамм сыра трем на мелкой терке. Майонез для удобства перекладываем в кулинарный мешок. С длинного огурца овощечисткой срезаем верхнюю зеленую шкурку. Она нам понадобится для украшения салата. Остальной огурец нарезаем сначала пластинками, а затем пластинки режем небольшими кубиками. Всего для салата понадобится 1 длинный огурец. Берем 5 крабовых палочек, разворачиваем их и отрезаем красную часть. Каждую красную пластинку крабовой палочки разрезаем пополам. И ножом вырезаем вот такие продолговатые лепестки для тюльпанов. Из одной пластинки получается 4 лепестка. Всего нужно вырезать 15 таких лепестков. Обрезки крабовых палочек нарезаем ножом. Они пойдут в середину салата. Остальные крабовые палочки разрезаем пополам и нарезаем кусочками. Всего для салата вместе с украшением нужно 250 грамм крабовых палочек. Складываем салат. Берем большое блюдо и выкладываем на него нарезанную пекинскую капусту. Размер моего блюда 26 на 26 сантиметров. Немного ее солим. Сверху наносим сеточку из майонеза. Следующим слоем кладем крабовые палочки. Равномерно их распределяем по салату. На крабовые палочки кладем маринованный лук, предварительно слив с него всю жидкость. Наносим сеточку из майонеза. Выкладываем нарезанный огурец. Следующим слоем кладем тертые яйца. Распределяем их равномерно по салату. Наносим сеточку из майонеза. Последним слоем выкладываем тертый сыр. Посыпаем салат сверху и по бокам. Украшаем салат. По салату выкладываем 5 перьев зеленого лука. Это будут стебельки тюльпанов. На конце каждого перышка лука выкладываем бутон тюльпана из заготовок с крабовых палочек, которые сделали ранее. Из полосок огурца ножом вырезаем листья тюльпанов. Также из полосок огурца вырезаем чашелистик для каждого цветка. Готовые чашелистики выкладываем под каждым цветком. По салату раскладываем листья тюльпанов из огурца. Салат готов, можно подавать на стол. Салат-букет тюльпанов получился очень красивым и необычным. Готовится он из самых обычных продуктов и достаточно просто. Таким салатом точно можно удивить гостей за праздничным столом. 11. Приготовим вкусный и полезный салат без майонеза. Он получается легким, а заправка делает его особенно ароматным и пикантным. Готовится несложно. Сначала маринуем лук для салата. Одну луковицу нарезаем полукольцами. Нарезанный лук кладем в мисочку. Заливаем кипятком.
Перемешиваем и сразу же выливаем воду. Таким методом мы убираем горечь с лука. К луку насыпаем 1 чайную ложку соли, 2 чайных ложки сахара и наливаем 2 столовые ложки винного уксуса. Его можно заменить яблочным уксусом, лимонным соком или столовым 9% уксусом. Все перемешиваем и оставляем мариноваться, пока будем готовить остальные ингредиенты. Одно куриное филе нарезаем длинными кусочками. Мясо выкладываем на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом. Распределяем мясо по сковороде, чтобы каждый кусочек мог отдельно прожариться. Сначала готовим курицу с одной стороны до золотистого цвета, а потом переворачиваем на другую сторону. Мясо солим по вкусу. Перчим черным молотым перцем. И посыпаем приправой для курицы. Я использую приправу без соли. Все перемешиваем и доводим до готовности. Готовое куриное филе снимаем с огня. 250 грамм шампиньонов нарезаем пластинками. Грибы выкладываем на сухую, хорошо разогретую сковороду. Готовим на большом огне до испарения жидкости. Когда вся лишняя жидкость из грибов испарится, добавляем растительное масло. Обжариваем грибы до румяных бочков. В конце все солим и перчим черным молотым перцем. Готовые грибы снимаем со сковороды. Пучок салатных листьев нарезаем небольшими кусками. Салатные листья выкладываем на большое плоское блюдо и равномерно его распределяем по дну. Диаметр моего блюда 31 см. Один большой огурец нарезаем сначала кружочками, а затем кружочки режем брусочками. Нарезанный огурец выкладываем на салатные листья. Следующими выкладываем жареные грибы. Дальше кладем маринованный лук. Маринад предварительно сливаем. Лук равномерно распределяем по салату. Сверху выкладываем обжаренное куриное филе. Готовим соус для салата. В мисочку наливаем 2 столовые ложки соевого соуса, 2 столовые ложки оливкового масла, 1 столовую ложку винного уксуса. Добавляем 1 чайную ложку меда. Насыпаем немного соли. Добавляем черный молотый перец по вкусу. Перемешиваем. Также сюда можно добавить 1 чайную ложку горчицы с зернами. Все перемешиваем. Приготовленной заправкой равномерно поливаем салат сверху. На сковороде обжариваем 1 столовую ложку кунжутных семечек. Готовим недолго и обязательно перемешиваем, чтобы не пригорели. Кунжутными семечками посыпаем салат. Салат готов, можно подавать на стол. Этот салат не только красивый, но и очень вкусный. Сытность ему придает нежное куриное филе. Грибы добавляют насыщенный вкус, а свежие огурцы и листья салата делают его легким и сочным. Благодаря пикантной заправке с медом и соевым соусом блюдо получается ароматным и сбалансированным. Этот салат отлично подойдет как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Обязательно попробуйте, вам точно понравится.
Следующим приготовим яркий и очень красивый салат, который прекрасно подходит для любого праздничного стола. Сначала подготовим куриное филе для салата. Филе моем и обсушиваем бумажными полотенцами. Мясо солим со всех сторон. Посыпаем приправой для курицы. Я использую приправу без соли. Равномерно растираем приправы по мясу руками. На сковороду наливаем растительное масло и ждем, пока оно нагреется. Сковорода нагрелась, кладем подготовленное филе. Обжариваем на большом огне до румяной корочки, сначала с одной стороны, а затем переворачиваем на другую сторону. Чтобы сильно не брызгало масло, можно прикрыть сковороду крышкой. Филе поджарилось с двух сторон. Наливаем в сковороду примерно полстакана воды. Накрываем крышкой и тушим мясо примерно 15-20 минут на маленьком огне. Филе готово. Снимаем его со сковороды и даем остыть. Остывшее филе нарезаем сначала на пластинки, а затем каждую пластинку режем кубиками. По желанию филе можно отварить или купить копченое. Приготовленное мясо выкладываем на тарелку. Равномерно его распределяем по дну. Наносим сеточку из майонеза. Берем 150 грамм морковки по-корейски. Нарезаем ее на более мелкие кусочки. Следующим слоем на салат выкладываем подготовленную морковь. Равномерно распределяем ее по мясу. Вместо морковки по-корейски можно использовать свежую или вареную тертую морковь. По центру салата выкладываем консервированную кукурузу. Красиво распределяем ее так, чтобы получился круг. Мне понадобилось примерно 1/3 банки кукурузы. Делаем цветы из помидоров. Берем помидор среднего размера и нарезаем его пополам. Половинку помидора нарезаем поперек тонкими пластинками. Первую и последнюю пластинки убираем, они не понадобятся. Получившиеся полукружочки помидоров сдвигаем относительно друг друга, делая полоску. Аккуратно придерживая руками, скручиваем полоску из помидора в рулетик. Получился цветок, похожий на розу. Готовые цветы кладем сбоку на салат. Таким методом готовим еще 2 розочки. Для 3 роз понадобится 1,5 помидора. Готовим украшение из огурца. Один длинный огурец разрезаем вдоль пополам. Половину огурца переворачиваем срезом вниз. Разрезаем его на кусочки вот таким образом. Сначала делаем 2 разреза, не дорезая до дальнего края огурца. Третьим резом отрезаем полностью кусочек. Стараемся делать пластинки огурца как можно тоньше. Таким методом нарезаем весь огурец. Среднюю пластинку каждого кусочка загибаем внутрь. Получается вот такой красивый листочек из огурца. Все украшения из огурцов выставляем на блюдо вокруг салата. Также салат украшаем листиками петрушки. Вставляем их возле цветов из помидоров.
Салат готов, можно подавать на стол. Салат получился очень красивым, очаровательным и вкусным. Совсем немного терпения, и на столе появляется вот такая прекрасная картина из овощей. Следующим приготовим салат с редисом, сыром и курицей. Такой вариант салата подходит как на каждый день, так и на праздничный стол. Сначала подготовим все ингредиенты. 300 грамм отварного куриного филе нарезаем кубиками. Вместо куриного мяса можно использовать отварную свинину или говядину. 150 грамм редиса хорошо моем и нарезаем полукружочками. Примерно 150 грамм листового салата нарезаем большими кусками. 5 листов салата оставляем для украшения тарелки, на которой будем подавать салат на стол. Всего понадобится 200 грамм салата. 100 грамм сыра фета нарезаем кубиками. Фету можно заменить адыгейским сыром или сыром рикотта. 2 вареных яйца нарезаем кубиками. В миску кладем нарезанные листья салата, нарезанное мясо, сыр, редиску и яйца. Салат солим по вкусу и перчим. Заправляем салат 2-3 столовыми ложками густого йогурта. И сюда же кладем 1 чайную ложку горчицы с зернами. Все аккуратно перемешиваем. Также можно салат заправить майонезом, а французскую горчицу заменить обычной. На большое блюдо кладем по кругу листья салата. Сверху выкладываем приготовленный салат. Салат готов, можно подавать на стол. Салат с редисом, сыром и курицей получился очень вкусным и по-весеннему свежим. Горчица придает салату более пикантный вкус. Готовится он несложно, а на столе выглядит красиво. Следующим приготовим салат нур с молодой капустой. Хотя этот салат и овощной, но его с удовольствием едят все. Салат настолько прост в приготовлении, что готовить его одно удовольствие. Сначала подготовим ингредиенты. 2 длинных огурца общим весом примерно 400 грамм нарезаем сначала на пластинки, а затем кубиками. 4 вареных яйца нарезаем кубиками. Полкилограмма молодой капусты мелко шинкуем ножом. В оригинальном рецепте салата используется пекинская капуста, но так как сейчас весна, пекинской капусты нет, я ее заменила молодой белокочанной капустой. В миску кладем нашинкованную капусту, нарезанные яйца, 1 банку консервированной фасоли и нарезанный огурец. Салат солим по вкусу и перчим. Заправляем 3 столовыми ложками майонеза и хорошо перемешиваем. Еще больше разных вкусных и легких салатов смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Салат готов, можно подавать на стол. Салат нур с молодой капустой получился очень вкусным и сочным. Фасоль придает этому салату сытность. Салат готовится очень просто, быстро и его получается много. Он отлично подходит как дополнение к обеду или ужину, а также на праздничном столе он будет не лишним. Следующим приготовим красивый салат, который поразит всех своим вкусом и изысканным видом. Нам понадобятся самые обычные продукты, чтобы создать настоящее произведение искусства на столе. Маринуем лук для салата. 1 луковицу нарезаем небольшими кубиками. Нарезанный лук перекладываем в небольшую мисочку. К нему насыпаем пол чайной ложки соли, 1 чайную ложку сахара и наливаем 2 столовых ложки 9% уксуса. Все заливаем горячей водой. Перемешиваем, чтобы растворились соль и сахар. Оставляем мариноваться на 10-15 минут. Пока маринуется лук, подготовим остальные ингредиенты для салата. Соленую сельдь нарезаем небольшими кубиками.
Для салата понадобится половина селедки. 2 вареных картошки трем на мелкой терке. 2 средних морковки тоже трем на мелкой терке. 3 вареных яйца трем на мелкой терке. Складываем салат. На дно тарелки кладем тертый картофель. Выкладываем только половину. Равномерно его распределяем по блюду. Немного солим. Наносим сеточку из майонеза. Выкладываем нарезанную соленую селедку. Используем половину приготовленной рыбы. Распределяем ее по салату. Кладем половину маринованного лука. Наносим сеточку из майонеза. Выкладываем слой из тертых яиц. Их берем тоже только половину. Наносим сеточку из майонеза. Следующим слоем кладем тертую морковь. Ее выкладываем всю. Распределяем по салату. Все ингредиенты стараемся выложить так, чтобы получилась горочка. Немного солим. Наносим сеточку из майонеза. Выкладываем вторую половину картофеля. Делаем сеточку из майонеза. Снова кладем нарезанную сельдь. На селедку выкладываем маринованный лук. На весь салат сверху наносим майонез. И последним слоем выкладываем тертые яйца. Равномерно распределяем их по всему салату. Готовим украшения. 3 яйца разбиваем в миску. К ним наливаем 3 столовых ложки молока. Немного солим и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем до однородности. Разогретую сковороду немного смазываем растительным маслом. Третью часть смеси выливаем на сковороду. Жарим блин на среднем огне сначала с одной стороны, а затем переворачиваем на другую сторону. Диаметр моей сковороды 24 сантиметра. Из этого количества яиц жарим 3 таких блина. Одну вареную свеклу трем на мелкой терке. К тертой свекле добавляем через пресс 1 зубчик чеснока. Все немного солим. И перчим черным молотым перцем. Заправляем 1-2 столовыми ложками майонеза. Все перемешиваем. Кладем блин и выкладываем на него приготовленную начинку из свеклы. Равномерно ее распределяем по блину. Сворачиваем плотным рулетиком. Таким методом начиняем все яичные блины. Приготовленные яичные рулетики разрезаем на небольшие кусочки около 2 сантиметров.
Салат украшаем импровизированными цветами из блинов. Выкладываем их так, чтобы оставалось небольшое расстояние друг от друга. Все промежутки между рулетиками заполняем листьями петрушки. Если вы планируете подавать салат не сразу, а на следующий день, то украшения для салата готовьте за 2-3 часа до подачи. Салат готов, можно подавать на стол. Салат получился очень красивым и необычным. Готовится несложно, и с его приготовлением справится каждый. Такой салат станет настоящим украшением стола. Следующим приготовим салат с молодой капустой, ветчиной и зеленым горошком. Приготовление максимально простое, и салата получается много. Сначала подготовим все ингредиенты. Берем 1 качан капусты и шинкуем его ножом. Понадобится примерно полкилограмма молодой капусты. Капусту перекладываем в большую миску. 1 сырую морковь трем на крупной терке. 2 средних огурца нарезаем четверть кружочками. Нарезаем пучок зеленого лука. Также измельчаем пучок укропа. Вместо укропа можно использовать петрушку. 150 грамм ветчины нарезаем кружочками. Кружочки разрезаем пополам и нарезаем небольшими брусочками. Ветчину можно заменить мясом или колбасой. В миску к нашинкованной капусте добавляем огурцы, тертую морковь, нарезанную ветчину. Насыпаем 1 банку консервированного горошка. Кладем зеленый лук и укроп. Салат солим по вкусу и перчим черным молотым перцем. Добавляем 2 чайных ложки горчицы с зернами. Она придаст салату пикантный вкус. Заправляем салат сметаной. Понадобится примерно 100-150 грамм сметаны. Все перемешиваем. По желанию этот салат можно заправить майонезом. Салат готов, перекладываем его в красивое блюдо. Подаем на стол. Салат с молодой капустой получился очень свежим и легким за счет овощей. Сытность салату придает ветчина. Приготовление максимально простое и быстрое. Из этого количества продуктов салата получается много. Следующим приготовим салат Cobb. Этот салат выглядит на столе красиво и празднично. Готовится он несложно и получается вкусным и легким, а особую нотку пикантности ему придает заправка. Сначала подготовим все ингредиенты. 200 грамм помидоров черри нарезаем дольками. Также можно использовать и обычные помидоры. Мелко нарезаем небольшой пучок зеленого лука. 1 запеченную куриную грудку весом около 300 грамм нарезаем сначала вдоль, а затем брусочками. Также для этого салата подойдет отварное или жареное куриное филе. 2 вареных яйца нарезаем красивыми дольками. 70 грамм сыра трем на крупной терке. Желательно использовать сыр чеддер или сыр дор-блю с голубой плесенью. 2 стебля сельдерея нарезаем небольшими кусочками. 1 спелое авокадо разрезаем пополам и вынимаем косточку. Ложкой отделяем мякоть авокадо от кожуры. Каждую половинку авокадо разрезаем вдоль пополам и нарезаем полосками. Чтобы авокадо не темнело, поливаем его небольшим количеством яблочного или винного уксуса или лимонным соком и перемешиваем. 4 полоски бекона общим весом около 100 грамм разрезаем на 3 части.
Бекон обжариваем на сковороде, пока он не станет хрустящим. Обжаренный бекон перекладываем на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Собираем салат. На дно блюда выкладываем листья салата. Я взяла микс салатов из рукколы, булблада и маша, но можно использовать любой листовой салат или порвать листья салата кусочками. На зелень выкладываем полосками подготовленные ингредиенты. Первой полоской выкладываем нарезанные кусочки курицы. Следующим кладем нарезанный стеблевой сельдерей. Затем кусочки хрустящего жареного бекона. Ряд из подготовленных яиц. Нарезанный зеленый лук. За ним ряд из долек помидоров. Тертый сыр. И последний ряд из нарезанного авокадо. Готовим заправку для салата. В миску наливаем 4 столовых ложки оливкового масла, 1 столовую ложку яблочного, винного уксуса или лимонного сока, 1 чайную ложку французской горчицы с зернами. Ее можно заменить обычной горчицей. Добавляем 1/3 часть чайной ложки соли. Сюда же выдавливаем через пресс 1-2 зубчика чеснока. И по желанию добавляем примерно 1/3 чайной ложки вустерского соуса. Все перемешиваем около 2 минут до получения однородного соуса. Приготовленный соус переливаем в соусник для подачи на стол. Салат Cobb подается на стол не перемешанным с отдельно стоящим соусом. Каждый берет себе в тарелку те ингредиенты, которые ему больше всего нравятся, и уже в своей тарелке поливает салат соусом. Также можно полить салат соусом уже на столе прямо перед подачей и по желанию перемешать все ингредиенты. Салат Cobb получился красивым, аппетитным и очень вкусным. Готовится он несложно и отлично подходит для тех, кто предпочитает салаты без майонеза. Если в этом наборе продуктов вам не подходит какой-то из ингредиентов, то его можно исключить из этого салата. Следующим приготовим необычный салат с печенью, виноградом и апельсином. Готовится он очень просто и быстро, получается красивым и необычайно вкусным. 300 грамм куриной печени моем и обсушиваем бумажными полотенцами. Печень нарезаем меньшими кусками. На разогретую сковороду наливаем растительное масло. Выкладываем кусочки печени. Жарим на среднем огне до готовности, примерно 8-10 минут. Периодически перемешиваем. В конце приготовления печень солим по вкусу и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем и снимаем с огня. Оставляем остывать. Пучок листьев салата нарезаем небольшими кусками. Листья салата можно заменить любым салатным миксом. Все выкладываем на большое плоское блюдо. Диаметр моего блюда 32 см. Сверху на листья салата выкладываем приготовленную куриную печень. Стараемся раскладывать равномерно по всему блюду. С апельсина срезаем кожуру вместе с белой пленкой. Для салата понадобится 1 апельсин среднего размера. Когда вся кожура уже срезана, вырезаем каждую дольку апельсина, стараясь не задевать пленки между дольками. Очищенные дольки нарезаем произвольными кусочками. Апельсины равномерно выкладываем сверху на салат. Берем примерно 150 грамм синего винограда. Каждую виноградинку разрезаем пополам. Если есть косточки, то вынимаем. Подготовленный виноград тоже выкладываем равномерно на салат. Готовим заправку для салата.
В мисочку наливаем 3 столовых ложки оливкового масла. Его можно заменить любым другим растительным маслом. Наливаем 1 столовую ложку яблочного уксуса или столового 9% уксуса. Добавляем треть чайной ложки соли. Перчим черным молотым перцем. Кладем 2 чайных ложки горчицы с зернами. Все перемешиваем до образования эмульсии. Приготовленной заправкой поливаем салат сверху с помощью ложки. Салат готов, можно подавать на стол. Салат с печенью, апельсинами и виноградом получился очень вкусным, необычным и красивым. Готовится салат несложно и достаточно быстро. Такой салат прекрасно подходит для любого праздничного стола. Следующим приготовим салат француженка. Кисло-сладкое сочетание ингредиентов делает этот салат необычным и очень вкусным. Приготовление совсем несложное. Сначала подготовим все ингредиенты. 80 грамм изюма моем и заливаем горячей водой на 10 минут. Куриную грудку нарезаем небольшими кубиками. Понадобится 300 грамм куриного филе. Я использую вареное мясо, но также для салата подходит запеченное. 100 грамм сыра трем на мелкой терке. 1 сырую морковь среднего размера тоже трем на мелкой терке. По желанию можно использовать вареную морковь, тогда ее понадобится 2 штуки. 100 грамм грецких орехов высыпаем на сковороду. Сушим орехи примерно 10 минут на среднем огне, периодически перемешивая. Орехи снимаем со сковороды и даем им остыть. Жареные орехи измельчаем ножом, я их предварительно очистила от шелухи. Складываем салат. Берем плоское блюдо и ставим на него кулинарное кольцо. Я выставила диаметр кольца 16 см. На дно кладем нарезанное куриное филе. Равномерно его распределяем и немного утрамбовываем ложкой. Наносим сеточку из майонеза. Следующим слоем выкладываем тертую морковь. Ее тоже равномерно распределяем и утрамбовываем ложкой. Морковь немного солим. Наносим сеточку из майонеза. Третьим слоем выкладываем подготовленный изюм. Раскладываем его равномерно по морковному слою. Опять наносим сеточку из майонеза. Четвертым слоем выкладываем тертый сыр. Точно так же его распределяем по салату и немного утрамбовываем. Наносим сеточку из майонеза. Сверху равномерно выкладываем подготовленные орехи. Готовому салату даем настояться 10 минут, а тем временем подготовим украшение. С одного апельсина срезаем с помощью ножа всю кожуру вместе с пленками. У очищенного апельсина аккуратно вырезаем дольки без разделительных пленок. Получившиеся дольки нарезаем на более мелкие кусочки. С салата аккуратно снимаем кулинарное кольцо. Сверху салат украшаем кусочками апельсина. Выкладываем его по краю салата. В середине салата из кусочков апельсина выкладываем импровизированный цветок. Также салат украшаем зернами граната. Кладем листики петрушки. Салат готов, можно подавать на стол. Салат француженка получился очень красивым и вкусным. Свежая морковь придает салату сочность, а мясо – сытность. Изюм придает неповторимый вкус и легкую сладость.
Следующим приготовим красивый салат с нарциссами. Этот салат очень понравился женской половине общества, так как он легкий и не жирный, а необычное украшение салата приятно удивит всех гостей. Сначала подготовим лепесточки цветов для украшения салата. Одно яйцо разрезаем пополам, вынимаем желток. Половинки белка еще раз разрезаем вдоль пополам. У каждой четвертинки белка вырезаем среднюю часть, чтобы остались треугольнички. У каждого получившегося треугольника срезаем небольшие кончики с двух сторон. Для того, чтобы лепесток выглядел более аккуратно и был одинаковым по толщине, разрезаем его с помощью ножа. Так вырезаем все лепесточки для нарциссов. Для 3 цветов мне понадобилось 3 вареных яйца. Белки, которые остались после изготовления лепестков, измельчаем ножом. Одну половину желтка оставляем для украшения, а остальные желтки нарезаем ножом. Готовим все остальные ингредиенты для салата. Одну большую свежую морковь трем на крупной терке. 100 грамм сыра трем тоже на крупной терке. Измельчаем небольшой пучок укропа. Из пучка зеленого лука выбираем 5-7 красивых перьев. Они нам понадобятся для украшения салата. Остальной зеленый лук мелко нарезаем ножом. В миску кладем тертую морковь, сыр, полбанки консервированной кукурузы, измельченные белки, желтки, нарезанный лук и укроп. Салат немного солим и заправляем 2-3 столовыми ложками майонеза. Все хорошо перемешиваем. Приготовленный салат перекладываем в тарелку, на которой будем подавать его на стол. Сверху салат разравниваем ложкой. На салат красиво выкладываем перья зеленого лука, имитируя букет. На лук выкладываем подготовленные лепестки нарциссов. Формируем 3 цветка. Для того, чтобы сделать серединку у нарциссов, нарезаем длинные пластинки из вареной морковки с помощью овощечистки. Пластинки скручиваем в трубочку. Получившуюся трубочку разрезаем посередине на 2 части. Морковные серединки ставим в центр цветков. Сверху серединки посыпаем раскрошенным желтком, который мы оставляли. Салат готов, можно подавать на стол. Салат с нарциссами получился красивым и очень вкусным. Особую сочность и легкость салату придает свежая морковь. Такой салат точно понравится всем девушкам и женщинам. Попробуйте его приготовить, это необычно и очень вкусно. Следующим приготовим красивый салат на скорую руку, который отлично подходит для праздничного стола. Готовится очень просто, и с его приготовлением справится каждый. Сначала подготовим ингредиенты. 3 вареных яйца нарезаем кубиками. 2-3 небольших консервированных огурца нарезаем пластинками, а затем пластинки режем кубиками. 1 банку консервированного тунца весом 185 грамм разминаем вилкой. Я использую тунец в собственном соку, но также можно взять тунец в масле. Майонез для удобства перекладываем в кулинарный мешок, у меня домашний майонез. Выкладываем салат полосками на продолговатом блюде. Удобнее начинать с середины блюда. Сначала выкладываем ряд из кукурузы. Затем аккуратно выкладываем полоску тунца. Где нужно, подправляем, чтобы получились максимально ровные полоски. Дальше полоска из огурцов. По желанию консервированные огурцы можно заменить свежими. Следующей полоской кладем нарезанные вареные яйца. Точно так же, чередуя ряды, выкладываем вторую половину ингредиентов. Между рядами наносим полоски из майонеза. На майонез аккуратно выкладываем маленькие веточки укропа. Вместо укропа можно использовать петрушку. Салат готов, можно подавать на стол.
Салат получился очень вкусным и красивым, готовится просто и быстро. Такой салат станет настоящим украшением праздничного стола. Следующим приготовим салат каприз. В этом салате много достоинств. Он очень вкусный, красивый и легко готовится. – 200 грамм чернослива обязательно моем и заливаем кипятком. Оставляем на 10 минут. Прошло 10 минут, воду сливаем, а чернослив нарезаем небольшими кусочками. Пучок петрушки нарезаем ножом. Берем 200 грамм морковки по-корейски и кладем ее в миску. Небольшую часть морковки оставляем для украшения салата. Сюда же насыпаем 1 банку консервированной фасоли, подготовленный чернослив и измельченную петрушку. Салат заправляем майонезом и перемешиваем. По желанию фасоль в салате можно заменить мясом. Готовый салат перекладываем в салатник. По краю салат украшаем оставленной морковью по-корейски. Салат готов, можно подавать на стол. Салат каприз получился очень вкусный и сытный. Готовится просто и быстро. Такой салат обязательно понравится тем, кто любит чернослив. Рекомендую его приготовить, это очень вкусно. Следующим приготовим салат с пекинской капустой и огурцом. Это максимально простой и очень вкусный салат. Сначала подготовим все ингредиенты. Нарезаем полкочана пекинской капусты. Для салата понадобится примерно 250-300 грамм капусты. 1 длинный огурец нарезаем сначала пластинками, а затем кубиками. Измельчаем небольшой пучок зеленого лука. Три вареных яйца нарезаем кубиками. В миску кладем пекинскую капусту, нарезанный огурец, подготовленные яйца и зеленый лук. Салат немного солим и перчим черным молотым перцем. Заправляем салат 2-3 столовыми ложками майонеза. Все перемешиваем. Также такой салат можно заправить сметаной или несладким густым йогуртом. Готовый салат перекладываем в салатник и подаем на стол. Салат из пекинской капусты с огурцом получился очень вкусным и легким. Он отлично подходит ко всем блюдам. Готовится просто и быстро. Следующим приготовим салат с помидорами и творогом. Готовится просто и быстро, но несмотря на всю свою простоту, этот салат получается изумительно вкусным и гармоничным. Сначала подготовим ингредиенты. Берем примерно полкилограмма помидоров, разрезаем их пополам и вырезаем плодоножку. Половинки помидоров нарезаем дольками. От 2-3 веточек базилика отрываем листики. Базилик измельчаем ножом. Половину лука нарезаем полукольцами. Вторая половина лука нам не понадобится. Складываем салат. На большое плоское блюдо выкладываем нарезанные дольками помидоры. Равномерно распределяем их по блюду. Сверху кладем лук. Разделяем его руками на более мелкие части. Вместо красного лука можно использовать белый.
Сверху лук поливаем 1 столовой ложкой яблочного уксуса. По желанию уксус можно заменить лимонным соком. Салат солим по вкусу. Выкладываем измельченный базилик. Сверху на базилик кладем зернистый творог. Предварительно из творога нужно слить жидкость. Для салата понадобится 180 грамм творога. Салат перчим черным молотым перцем. Сверху немного поливаем растительным маслом. Я использую оливковое масло. Салат готов, можно подавать на стол. Салат из помидоров с базиликом и творогом получился очень вкусным и красивым. В нем гармонично сочетаются все продукты. Готовится просто и всегда получается. Обязательно его приготовьте, порадуйте своих родных и близких. Следующим приготовим салат красные маки. Такой салат станет настоящим украшением праздничного стола. Он красивый и необычный, к тому же очень вкусный и сытный. Сначала для салата подготовим мясо. Берем 300 грамм куриного филе, моем и обсушиваем бумажными полотенцами. Мясо солим со всех сторон и посыпаем приправой карри. Все хорошо растираем по мясу руками. Подготовленное филе кладем на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжариваем на большом огне до красивой румяной корочки, примерно 2 минуты сначала с одной стороны, а затем с другой. Когда мясо поджарилось с 2 сторон, наливаем в сковороду полстакана кипятка и накрываем ее крышкой. Огонь уменьшаем до минимума и тушим филе под крышкой примерно 15-20 минут. Филе уже готово, вынимаем его из сковороды и даем немного остыть. Остывшее куриное филе нарезаем сначала вдоль на пластинки, а затем нарезаем небольшими кубиками. 2 средних помидора нарезаем сначала пластинками, а затем пластинки режем кубиками. 1 банку черных оливок емкостью 280 мл нарезаем колечками. Это примерно 90 грамм оливок без косточек. Обязательно 3 оливки оставляем для украшения салата. По желанию оливки можно заменить маринованными грибами или огурцами. Луковицу среднего размера разрезаем пополам и нарезаем ее маленькими кубиками. Понадобится только половина луковицы. По желанию лук можно замариновать. 150 грамм сыра трем на мелкой терке. Майонез для удобства перекладываем в кулинарный мешок. На большое блюдо выкладываем нарезанное куриное филе. Равномерно распределяем его по всему блюду. Диаметр моего блюда 25 см. На филе наносим сеточку из майонеза. Следующим слоем выкладываем нарезанные оливки. Равномерно их распределяем. Опять наносим сеточку из майонеза. Выкладываем помидоры, нарезанные на кусочки, предварительно слив с них лишнюю жидкость. Точно так же их равномерно распределяем по салату. Сверху на помидоры выкладываем нарезанный лук. Сеточка из майонеза. Сверху и по бокам салат посыпаем тертым сыром. Готовим украшения для салата. Берем 3 коктейльных помидора, нарезаем их тонкими кружочками. Из кружочков помидора выкладываем цветочки маков. Для одного цветка понадобится 6 кружочков. Таким методом выкладываем все 3 цветка. В центр каждого цветка выкладываем отрезанную 1/3 часть от оливки. Это будет серединка мака. Вокруг серединки помидоры посыпаем маком. Каждый цветок украшаем веточками укропа. Салат готов, можно подавать на стол. Салат красные маки получился необычным и очень красивым. Салат вкусный и сытный за счет мяса и сыра. Сочность салату придают помидоры. Готовится он несложно и достаточно быстро.
Такой салат станет настоящим украшением праздничного стола. Следующим приготовим салат с пекинской капустой и перцем. Салат готовится быстро и просто и получается вкусным. Девочкам такой салат точно понравится. Сначала подготовим все ингредиенты. Полкочана пекинской капусты среднего размера разрезаем пополам и шинкуем ножом. У меня эти полкочана весят примерно 400 грамм. 70 грамм сыра трем на крупной терке. У одного большого сладкого перца срезаем верхнюю и нижнюю часть. Вырезаем семенную коробочку. Очищенный перец нарезаем кубиками. В большую миску кладем подготовленную пекинскую капусту, нарезанный перец. Насыпаем одну банку консервированной кукурузы и тертый сыр. Салат перчим черным молотым перцем. Заправляем 2 столовыми ложками майонеза и хорошо перемешиваем. По желанию салат можно немного посолить. Салат готов, можно подавать на стол. Быстрый салат с пекинской капустой получился очень вкусным и сочным. Также в этот салат по желанию можно добавить петрушку, укроп или зеленый лук. Если предпочитаете более сытные салаты, то можно добавить отварное мясо или колбасу. Следующим приготовим очень вкусный салат с селедкой. Салат необычный и очень красиво смотрится на праздничном столе. К тому же этот салат готовится из самых доступных продуктов. 3 вареные картошки весом примерно 300 грамм нарезаем кубиками. Одно кисло-сладкое яблоко чистим от кожуры и сердцевины и тоже нарезаем кубиками. Если не любите яблоки в салате, то можете их не добавлять. Нарезанные яблоки поливаем примерно 1 столовой ложкой лимонного сока и хорошо перемешиваем. Лимонный сок не даст яблокам потемнеть. 1 соленый огурец режем кубиками. Половину небольшой луковицы тоже режем мелкими кубиками. Филе одной малосольной сельди нарезаем кубиками. Если вы будете брать уже готовое филе сельди, то его понадобится примерно 250 грамм. В миску кладем нарезанный картофель, подготовленное яблоко, нарезанное филе сельди, огурец и лук. Все немного солим, но не забываем, что селедка и огурец уже соленые. Перчим по вкусу и заправляем 2 столовыми ложками майонеза. Все перемешиваем. Приготовленный салат перекладываем на овальное блюдо и разравниваем его с помощью ложки. Сверху на салате с помощью ножа намечаем 5 или 6 бороздок. Теперь берем ложку и делаем эти бороздки более глубокими и широкими. Одну отварную свеклу весом примерно 300 грамм нарезаем маленькими кубиками. Нарезанную свеклу поливаем примерно 1 столовой ложкой лимонного сока. Добавляем пол чайной ложки сахара. Немного солим. И сюда же наливаем 1 столовую ложку растительного масла. Все перемешиваем. Приготовленную свеклу аккуратно выкладываем в подготовленные бороздки на салате. Мелко нарезаем 2 веточки укропа и 1 зеленый лук. Свежей зеленью посыпаем салат сверху. Салат готов, можно подавать на стол. Салат получился красивым, необычным и очень вкусным. Кисло-сладкое яблоко придает этому салату легкость и неповторимый вкус. Такой салат относится к бюджетным блюдам, и я думаю, приготовить его сможет каждый на свой праздничный стол. Следующим приготовим очень простой салат с пекинской капустой, морковкой и фасолью. Салат вкусный и свежий, он прекрасно подходит для любого стола. Берем пекинскую капусту и разрезаем ее пополам. Понадобится половина кочана капусты. Это примерно 500-600 грамм. Капусту шинкуем ножом. Подготовленную капусту кладем в миску. Сюда же в миску насыпаем 1 банку консервированной фасоли. Я ее предварительно промыла водой. И добавляем 200 грамм морковки по-корейски. Мелко нарезаем пучок зеленого лука. Зеленый лук можно заменить белым, репчатым или красным луком.
Лук тоже добавляем в миску. Все солим по вкусу. Перчим черным молотым перцем. Салат заправляем майонезом и перемешиваем. Готовый салат перекладываем на блюдо и подаем на стол. Салат с пекинской капустой получился очень вкусным. Свежесть и сочность ему придают капуста и морковь, а сытность – фасоль. Салат готовится быстро и просто. Он прекрасно подходит ко всем блюдам. Следующим приготовим быстрый весенний салат за 5 минут. Такой салат получается очень вкусным, ароматным и к тому же очень просто готовится. Мелко шинкуем полкочана молодой весенней капусты. Один большой огурец моем и нарезаем полукружочками. Измельчаем пучок зеленого лука. В миску кладем нарезанную капусту, огурец, 200 грамм консервированной кукурузы и нарезанный зеленый лук. Салат солим по вкусу, перчим и заправляем 2 столовыми ложками майонеза. Все перемешиваем. Также заправить салат можно сметаной или густым йогуртом. Весенний салат получился сочным, витаминным и очень вкусным. Готовится такой салат быстро и легко. Следующим приготовим салат чудесный. Он яркий, красивый и простой в приготовлении. Этот салат можно отнести к бюджетным блюдам. Сначала подготовим все ингредиенты. 2 вареных морковки среднего размера нарезаем небольшими кубиками. 3-4 средних соленых огурца нарезаем небольшими кубиками. 3 вареных яйца тоже нарезаем кубиками. Маринуем лук для салата. Половину луковицы среднего размера нарезаем кубиками. По желанию можете использовать всю луковицу. Нарезанный лук кладем в небольшую мисочку. Насыпаем 1 чайную ложку сахара, пол чайной ложки соли и наливаем 2 столовых ложки 9% уксуса. Все заливаем кипятком. Перемешиваем, чтобы растворились сахар и соль, и оставляем мариноваться на 10 минут. В большую миску насыпаем нарезанную морковь. Часть морковки оставляем для украшения салата. Добавляем нарезанные яйца. Кладем нарезанные огурцы. Примерно 1/5 часть огурцов тоже оставляем для украшения салата. Добавляем 1 банку консервированной фасоли. Ее можно заменить вареной фасолью. Кладем маринованный лук, предварительно слив с него жидкость. Салат немного солим. Не забываем, что фасоль и огурцы уже соленые. Перчим черным молотым перцем. Заправляем салат примерно 1-2 столовыми ложками майонеза. Все перемешиваем. Приготовленный салат выкладываем на блюдо и выравниваем его ложкой. Теперь займемся украшением салата. Делим его ножом поперек примерно на 6 одинаковых частей. На первую часть выкладываем кубики морковки. На вторую нарезанный маринованный огурец. Небольшой кусочек красного перца нарезаем кубиками. На третью полоску выкладываем нарезанный красный перец. Вместо перца можно выложить нарезанные желтки или белки от яиц, красный маринованный лук, нарезанный кубиками или полукольцами. На следующие полоски опять выкладываем морковь, огурец и перец. Между полосками красиво выкладываем листики петрушки. Салат готов, можно подавать на стол. Салат чудесный получился очень ярким и красивым. Его сразу заметно на праздничном столе. Сытность салату придает фасоль, но по желанию в него можно добавить вареное мясо или колбасу. Следующим приготовим салат с пекинской капустой, кукурузой и крабовыми палочками. Салат вкусный и очень легкий в приготовлении. Сначала подготовим все ингредиенты. Пекинскую капусту разрезаем пополам. Нам понадобится только половина кочана. Шинкуем ее небольшими кусочками. Всего для салата понадобится примерно 300 грамм пекинской капусты.
250 грамм крабовых палочек разрезаем вдоль пополам и нарезаем небольшими кусочками. Два вареных яйца нарезаем кубиками. В большую миску кладем подготовленную пекинскую капусту, нарезанные крабовые палочки, яйца и насыпаем одну банку консервированной кукурузы. Все немного солим. Не забываем, что крабовые палочки и кукуруза уже соленые. И перчим черным молотым перцем. Добавляем 2-3 столовых ложки майонеза и перемешиваем. Салат готов. Перекладываем салат в красивое блюдо и подаем на стол. Салат из пекинской капусты с крабовыми палочками и кукурузой получился очень вкусным. Легкость салату придает капуста, а сытность кукуруза и яйца. Салата получается много и готовится он очень просто и быстро. Следующим приготовим легкий салат из 3 ингредиентов, который подойдет как на праздник, так и на каждый день. Приготовление занимает буквально 5 минут, и на вашем столе появится этот прекрасный и очень вкусный салат Днестр. Сначала подготовим ингредиенты. 1 качан пекинской капусты режем вдоль пополам. Каждую половинку еще раз разрезаем вдоль и шинкуем ножом. Всего для салата понадобится 500 грамм уже нашинкованной пекинской капусты. В оригинальном рецепте используется белокочанная капуста, но я люблю делать этот салат из пекинской капусты, так как она более нежная. 300 грамм варено-копченой колбасы сначала нарезаем пластинками. Получившиеся пластинки колбасы нарезаем брусочками. В большую миску насыпаем нашинкованную капусту. Кладем нарезанную колбасу. И добавляем 1 банку консервированного горошка. Салат немного солим, но не забываем, что колбаса и горошек уже соленые. Перчим черным молотым перцем. Добавляем 1 чайную ложку горчицы зернами для придания пикантного вкуса. Также можно добавить обычную острую горчицу. Заправляем салат майонезом. Понадобится примерно 100 грамм майонеза. Все перемешиваем. Салат готов, можно подавать на стол. Салат Днестр получился очень вкусным и сытным, легкость салату придает капуста. Приготовление настолько простое, что с ним справится каждый. Этот салат нравится многим и отлично подходит для праздничного стола. Следующим приготовим салат волшебный. Он очень вкусный, ингредиенты все доступные и их немного. Готовится такой салат просто и достаточно быстро. Он подойдет как на праздничный стол, так и на каждый день. Сначала для салата подготовим мясо. Берем 300 грамм куриного филе, моем и обсушиваем бумажными полотенцами. Мясо солим со всех сторон и посыпаем приправой карри. Все хорошо растираем по мясу руками. Подготовленное филе кладем на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжариваем на большом огне до красивой румяной корочки, примерно 2 минуты. Сначала с одной стороны, а затем с другой. Когда мясо поджарилось с 2 сторон, наливаем в сковороду полстакана кипятка и накрываем ее крышкой. Огонь уменьшаем до минимума и тушим филе под крышкой примерно 15-20 минут. Филе уже готово. Вынимаем его из сковороды и даем немного остыть. Остывшее куриное филе нарезаем сначала вдоль на пластинки, а затем нарезаем небольшими брусочками. 3 яйца разбиваем в миску.
Немного солим и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем до однородности. Хорошо разогретую сковороду смазываем сливочным маслом. Выливаем третью часть яичной смеси и жарим сначала с одной стороны, а затем переворачиваем на другую сторону. На другой стороне готовим буквально несколько секунд и снимаем с огня. Из этой массы жарим 3 таких яичных блина. Пока блины еще теплые, сворачиваем их трубочкой и оставляем их до полного остывания. После остывания трубочки из яичных блинов нарезаем колечками. Стараемся, чтобы колечки не разваливались. 250 грамм огурцов нарезаем сначала кружочками, а затем кружочки режем брусочками. Нарезаем небольшой пучок зеленого лука. Майонез для удобства перекладываем в кулинарный мешок. Складываем салат. На дно большой круглой тарелки выкладываем микс из салатов. Я использую одну пачку салата весом 180 грамм. Диаметр моей тарелки 28 сантиметров. На салат наносим сеточку из майонеза. Сверху выкладываем нарезанную куриную грудку. Наносим сеточку из майонеза. Следующим слоем на тарелку выкладываем огурец, нарезанный брусочками. Опять наносим майонез. Сверху аккуратно раскладываем яичные рулетики. Все украшаем зеленым луком. Сверху посыпаем кунжутными семечками. Кунжутные семечки можно заменить измельченными орехами. Салат готов, можно подавать на стол. Салат волшебный получился очень вкусным и красивым. Яркий вид салату придают салатные листья и яичные рулетики. Сочность придает свежий огурец, а сытность мяса. Приготовьте такой несложный салат, я думаю, он вам тоже понравится. Следующим приготовим оригинальный салат с креветками. Этот рецепт не только прост в исполнении, но и требует всего несколько доступных ингредиентов. На большое блюдо выкладываем листья салата. Я взяла блюдо размером 38 на 24 сантиметра. Сверху на зелень кладем нарезанные консервированные ананасы. Распределяем их по дну. Понадобится 1 банка. У меня уже нарезанные ананасы кусочками, но также можно купить ананасы кольцами и нарезать их на небольшие кубики. На ананасы наносим сеточку из майонеза. Яйца нарезаем кубиками. Для салата понадобится 5 вареных яиц. Нарезанные яйца выкладываем на ананасы. Равномерно их распределяем. На яйца тоже наносим сеточку из майонеза. – 100 грамм сыра трем на мелкой терке. Сыром посыпаем салат сверху. Теперь подготовим креветки. Нарезаем пластинками 1 большой зубчик чеснока. На сковороду наливаем немного растительного масла и кладем кусочек сливочного масла. Кладем пластинки чеснока. Затем сюда же к чесноку добавляем уже очищенные креветки. Обжариваем креветки на большом огне. Периодически их перемешиваем. Для салата я взяла пачку замороженных креветок в панцире весом 900 грамм. Креветки разморозила и очистила. Когда креветки немного подрумянились, сразу же снимаем их со сковороды. Даем им немного остыть. Креветки равномерно раскладываем сверху по салату. Пластинки чеснока выкладывать на салат не нужно. Сверху все немного поливаем лимонным соком. Мелко нарезаем ножом небольшой пучок укропа. Укропом посыпаем салат сверху. Салат готов, можно подавать на стол.
Салат с креветками получился очень вкусным и необычным. В нем прекрасно сочетаются все ингредиенты. Если вы любите сладко-соленые сочетания, то этот салат вам точно понравится. Такой салат отлично подходит на любой праздничный стол. Следующим приготовим яркий, сочный и очень вкусный салат без майонеза. Готовится он очень легко и просто. Такой салат отлично подойдет на любой праздничный стол. Сначала подготовим все ингредиенты. Пучок листьев салата весом около 200 грамм нарезаем более мелкими кусками. Также листья салата можно порвать руками. 2 помидора разрезаем пополам и вырезаем место крепления плодоножки. Нарезаем их дольками. Одно копченое куриное филе сначала разрезаем вдоль на пластинки. Получившиеся пластинки режем брусочками. Вместо копченого можно использовать жареное или отварное куриное филе. Половину красной луковицы нарезаем полукружочками. Складываем салат. На дно большого плоского блюда кладем подготовленные листья салата. Сверху выкладываем примерно половину нарезанных помидоров. Кладем часть куриного филе. Сверху выкладываем половину банки черных оливок без косточки. И опять повторяем. Выкладываем оставшиеся помидоры и оставшееся куриное филе. Лук разделяем на полукольца и равномерно выкладываем на салат. Сверху выкладываем оставшиеся оливки. Берем 100 грамм сливочного сыра и выкладываем его сверху на салат с помощью чайной ложки. Один кусочек – это примерно пол чайной ложки сыра. Вместо сливочного сыра можно использовать сыр фета или брынзу. Готовим соус для салата. В небольшую мисочку насыпаем примерно пол чайной ложки соли. Кладем 1 чайную ложку горчицы с зернами. Ее можно заменить обычной горчицей. Добавляем 1 чайную ложку меда. Наливаем 3 столовых ложки растительного масла. Я использую оливковое. Сюда же наливаем примерно пол столовой ложки 9% уксуса. Его можно заменить лимонным соком. Перчим черным молотым перцем. Выдавливаем через пресс 1 зубчик чеснока. Все перемешиваем до однородного состояния. Приготовленным соусом поливаем салат сверху. Салат готов, можно подавать на стол. Салат получился очень вкусным и красочным. Особый неповторимый вкус салату придает пикантная заправка. Готовится быстро и просто. Он отлично подходит для праздничного стола. Следующим приготовим быстрый салат из 3 простых ингредиентов. Он получается очень вкусным и сытным. Это отличное решение для любого случая. Лук нарезаем четвертькольцами. Так как луковица у меня большая, я буду использовать только половину луковицы. Нарезанный лук перекладываем в мисочку. Насыпаем пол чайной ложки соли, 1 чайную ложку сахара и наливаем 2 столовых ложки винного уксуса. Его можно заменить лимонным соком, яблочным уксусом или столовым 9% уксусом. Все перемешиваем и оставляем мариноваться на 5-10 минут. У перца вырезаем верхнюю и нижнюю части. Вырезаем семена. Перец нарезаем соломкой. Для салата я использую 2 перца среднего размера. Куриную печень моем и нарезаем более мелкими кусочками. На сковороду наливаем растительное масло и добавляем небольшой кусочек сливочного масла для аромата. Когда сковорода уже разогрелась, выкладываем нарезанную печень. Чтобы вода сильно не брызгала, когда выкладываете печень, ее можно обсушить бумажными полотенцами.
Обжариваем на среднем огне примерно 3-4 минуты до легкой румяной корочки. Переворачиваем и еще обжариваем 3-4 минуты. В конце приготовления печень солим и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. Готовую печень перекладываем на тарелку и оставляем остывать. Пучок петрушки измельчаем ножом. В миску кладем уже остывшую печень. Добавляем нарезанный перец. С лука сливаем жидкость, которая образовалась. Лук перекладываем в салат. Насыпаем зелень. Салат немного солим и перчим черным молотым перцем. Заправляем майонезом. Все перемешиваем. Готовый салат перекладываем на блюдо и подаем на стол. Салат получился очень вкусным и ярким. Сытность салату придает куриная печень, сочность перец, а особый пикантный вкус маринованный лук. Обязательно приготовьте такой салат, он прекрасно подходит как на каждый день, так и на праздничный стол. Следующим приготовим салат роза из огурцов. Салат вкусный и готовится очень просто. Такой салат отлично подойдет на праздничный стол. Сначала замаринуем лук. Одну луковицу нарезаем полукольцами. Нарезанный лук кладем в миску. К нему насыпаем 1 чайную ложку сахара, пол чайной ложки соли. Все заливаем 1 стаканом кипятка. И сюда же наливаем 2 столовых ложки яблочного или столового 9% уксуса. Все перемешиваем и оставляем мариноваться лук на 15 минут. Пока маринуется лук, подготовим остальные ингредиенты. 1 200-граммовую баночку маринованных шампиньонов нарезаем половинками. Если грибочки более крупные, то разрезаем их на 4 части. 3 вареных яйца режем кубиками. 300 грамм запеченной куриной грудки нарезаем кубиками. 100 грамм сыра трем на крупной терке. В миску кладем нарезанные грибы, куриную грудку, яйца, сыр и маринованный лук. Все немного солим и перчим. Салат заправляем 2 столовыми ложками майонеза и хорошо перемешиваем. Готовый салат перекладываем в салатницу, в которой будем подавать его на стол. 3 огурца среднего размера нарезаем тонкими пластинками. Пластинки огурцов вставляем по кругу в салат, имитируя лепестки розы. Чтобы было удобнее, помогаем себе вилкой или ножом. Салат готов, можно подавать на стол. Салат получился вкусным и сытным. Готовится он очень просто и легко, и несмотря на свою простоту, на столе такой салат смотрится красиво и празднично. Следующим приготовим салат Николь. Прекрасное сочетание ингредиентов и легкий вкус никого не оставит равнодушным к этому салату. Сначала приготовим сухарики для салата. 2 кусочка белого батона нарезаем сначала полосками, а затем небольшими кубиками. Кусочки батона выкладываем на сковороду. Сушим их на небольшом огне, периодически перемешивая.
Готовим до красивых румяных бочков. 200 грамм мяса нарезаем пластинками, а затем кубиками. Я использую запеченное мясо, но также можно взять ветчину. Одну свежую морковь трем на крупной терке. Свежая морковь придаст салату легкость. 130 грамм сыра трем на крупной терке. Одно большое кисло-сладкое яблоко разрезаем на четвертинки. Вырезаем серединку с семенами. Также желательно срезать шкурку с яблока. Я не срезаю, так как яблоко у меня домашнее. Яблоко трем на крупной терке. На яблоко выдавливаем примерно 1-2 столовых ложки лимонного сока и перемешиваем. Это делается для того, чтобы яблоко сильно не потемнело. В большую миску кладем тертый сыр, нарезанное мясо, тертую морковь и яблоко. Сюда же выдавливаем через пресс 1 зубчик чеснока. Салат заправляем майонезом и перемешиваем. Приготовленный салат выкладываем на блюдо. Перед подачей салат сверху посыпаем уже подготовленными сухариками. Салат готов, можно подавать на стол. Салат Николь получился очень вкусным. Сытность салату придает мясо, а морковь и яблоко легкий приятный вкус. Он прекрасно подходит для праздничного стола. Следующим приготовим очень вкусный салат короли и капуста. Этот мясной салат с молодой капустой привлекает своей простотой, восхитительным вкусом и минимальным количеством ингредиентов. Примерно 400 грамм куриного филе моем и обсушиваем бумажным полотенцем. Ненужные пленки и жир нужно удалить. Филе с 2 сторон перчим, натираем солью и приправой для курицы. Подготовленное филе кладем на раскаленную сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем на большом огне примерно по 1 минуте со всех сторон до золотистой корочки. Подсолнечное масло сливаем со сковороды, а в сковороду с мясом наливаем примерно 100 мл воды. Накрываем крышкой и тушим на медленном огне еще 10 минут. Готовое мясо вынимаем на тарелку и даем ему немного остыть, чтобы можно было его взять в руки. А сковороду с соусом пока снимаем с огня. Немного остывшее филе нарезаем небольшой соломкой. Сковороду с соусом опять ставим на огонь и кладем нарезанное мясо. Куриное филе перемешиваем с соусом и тушим на небольшом огне, пока весь соус не впитается в мясо. Мелко шинкуем примерно полкилограмма молодой капусты. Режем зеленый лук. Мелко нарезаем небольшой пучок укропа. В миску кладем нашинкованную капусту, зеленый лук, укроп и приготовленное мясо. Готовим заправку для салата. Берем примерно пол чайной ложки соли, 1 чайную ложку горчицы, 2-3 столовые ложки нерафинированного растительного масла и 1 чайную ложку 9% уксуса. Все перемешиваем. Приготовленную заправку выливаем в салат. Салат перемешиваем и подаем на стол. Салат получился очень вкусный. В нем отлично сочетается хрустящая молодая капуста, нежное ароматное мясо и пикантная заправка с горчицей. Такой салат можно приготовить как на каждый день, так и на праздничный стол. И последним приготовим очень красивый, вкусный и простой в приготовлении салат «Африканская роза». Это изысканное блюдо станет настоящим украшением праздничного стола. Берем 2 помидора среднего размера и нарезаем их кружочками.
На большое плоское блюдо выкладываем кружочки помидоров внахлёст друг на друга, создавая красивую основу. Диаметр моего блюда 31 см. Теперь нарезаем одно куриное филе небольшими кубиками. Куриное филе я предварительно отварила в течение 20 минут в подсоленной воде с добавлением черного перца горошком и лаврового листа. Четыре вареных яйца тоже нарезаем кубиками. Сто 150 грамм сыра нарезаем небольшими кубиками. Я использую сыр гауда, но можно взять и любой другой, например, голландский. В миску выкладываем нарезанное мясо. Одну банку консервированных ананасов кусочками. Сыр. Одну банку консервированной кукурузы. И подготовленные яйца. Салат слегка солим. Заправляем майонезом. И перемешиваем. Готовый салат выкладываем горкой в центр блюда. Аккуратно выравниваем ложкой, создавая серединку цветка. Оставшуюся нижнюю часть помидоров нарезаем кубиками. Кусочками помидора украшаем салат сверху. По бокам салатную горку украшаем листиками петрушки. Также серединку салата слегка посыпаем мелко нарезанной петрушкой. Для пикантности и красоты салат немного перчим черным молотым перцем. Посыпаем перцем и по нарезанным помидорам. Вот и все, салат готов, можно подавать на стол. Салат «Африканская роза» получился невероятно красивым, аппетитным и необычным. Готовится просто, а выглядит эффектно. Сочетание нежного мяса, сыра, сочных овощей и сладких ананасов делает вкус сбалансированным и очень приятным. Обязательно приготовьте такой салат, он прекрасно впишется в любое праздничное меню.